Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать настоящие высоченные оли. Вы очень долго этого ждали, вы просили, настал этот момент. Оли – это прыжок на скейтборде, думаю, ни для кого не секрет. Это, наверное, самый невообразимый трюк, который является по праву основой всего уличного скейтбординга. Он вовсе не сложный, но он крайне важный в освоении многих вращений, флип-трюках и других интересных движений на скейтборде. Более того, некоторые люди получили спонсорство, можно так сказать, благодаря своему великолепному исполнению оли. Думаю, не нужно уже рассказывать, насколько важен этот трюк. Несмотря на то, что роликов в сети по оли уже немерено, уверяю вас, что ничего подобного вы еще не видели. Мы очень тщательно подготовились. Также скажу сразу, что вы не услышите здесь весь этот бред, что доска сама по себе взлетает вверх, потому что это неправда. Все это чушь. Мы сами конкретными действиями поднимаем доску в воздух. Вот понимание именно этого процесса и есть ключ к успеху. Вот об этом я вам сегодня и собираюсь рассказать, как и за счет чего доска не отлипает от ног и создается то самое впечатление, как будто она к ним привязана, хотя это не так. 3 вещи: ваши ноги, ваш скейтборд и поверхность под вашими ногами. И в доказательство того, что я действительно понимаю, о чем говорю, взгляните вот на это. Хотите научиться также прыгать и вытягивать доску? Тогда слушайте и вникайте. В первом выпуске мы с вами научились отталкиваться, поворачивать и останавливаться на скейтборде. И только после того, как вы начали себя чувствовать более-менее уверенно на доске, самое время переходить к обучению своего первого и главного трюка. Это оли, прыжок с доской. Почему сразу к прыжкам переходим, спросите вы? Да потому что все более простые типы трюки практически нигде не применимы. Все новички делают что-то вот вроде такого движения. Ну и где вам это пригодится, кроме как дешево понтануться перед одноклассниками? Это, это вообще не дело. Оли же позволит вам прыгать со ступеней, с больших и с маленьких, перепрыгивать через объекты и даже запрыгивать на большие парапеты. Звучит серьезно, а? Я хочу предложить вам свою уникальную тактику в освоении этого трюка. Причем, как показывает практика, она реально работает. И неважно, девчонка вы или парень. Самое главное в обучении – это плавность. Плавность позволяет избежать страха, который присущ многим новичкам. И именно страх мешает осваивать этот трюк. После того, как вы полностью отточили навыки из первого выпуска, самое время переходить к делу. Первое, чему мы должны научиться: встаем на доску, облокачиваемся на тейл, касаемся пола тейлом и назад возвращаемся на 4 колеса. Это очень простое движение, но оно очень важное. Мы встаем на доску, нажимаем задней ногой, касаемся тейлом пола, потом нажимаем передней ногой, возвращаемся в исходное положение. Если вы не можете сделать это движение, то, наверное, вам пока еще рано переходить к обучению оли. Потом нужно пробовать делать его быстрее, то есть насколько вы можете, потом еще быстрее, и увеличивать темп вот примерно до такой скорости должны делать. Опускаетесь быстро и возвращаетесь. И делайте это обязательно уверенно. И после того, как получилось у вас это движение, можно переходить уже к самому трюку. Многие задаются вопросом, как же доска подлетает вверх. На самом деле здесь нет ничего сложного, происходит это благодаря щелчку доски. Щелчок доски, если сильно не даваться в подробности, происходит в момент удара вашего тейла о поверхность, по которой вы катаетесь. Если вы резко нажмете на тейл, а звука нет, либо практически доска не пружинит в обратном направлении, то принято говорить, что такая доска не щелкает. Либо же другой вариант, когда у вашего комплекта неверно подобраны комплектующие. При нажатии на тейл, при соприкосновении с поверхностью, у вас касаться должен лишь край тейла, примерно от 0,5 до 1 см. Самый частый вопрос прохожих: как это вы приклеиваете ноги к своей доске? На самом деле они у нас не приклеены, и в любой момент, когда нам нужно, мы можем встать на доску, можем с нее сойти. И этот эффект достигается за счет наждачной бумаги, ее еще называют шкурка, которая приклеена на верхнюю часть нашей доски. Она очень цепкая и не позволяет нашим ногам слетать с доски. Если она будет у вас сильно грязной, либо она будет сильно истертой, то оли сделать не получится. В первом случае вам нужно ее почистить, во втором случае ее лучше заменить. Вы видите, что нет никаких фокусов. Вы теперь знаете абсолютно всю информацию, чтобы сделать оли как минимум на полметра вверх. А дальше, как говорится, дело техники. Встаем на доску и сейчас расскажу, как ставить заднюю ногу. Задняя нога обязательно должна стоять в этом положении. Она должна стоять на носочке у нас и обязательно по центру относительно ширины доски. Объясняю, почему ставим именно носок. Так устроен человек, что мы все свои прыжковые движения совершаем именно за счет поднимания своего тела на носочки, скажем так. Можете посмотреть на баскетболистов и, в принципе, убедитесь в этом. Они достигают таких высоких прыжков именно за счет этих движений. То есть, если вы поставите на центр
вот таким вот образом, либо поставите на пятку, прыгнуть будет либо невозможно, либо очень тяжело. Поэтому ставим на носочек. Почему ставим по центру относительно ширины доски? Потому что если мы поставим на край тейла, на внешний, на внутренний, сюда или сюда, неважно, у нас тогда будет оли выходить неровно. То есть, когда вы щелкаете вот с этого места, либо вот с этого, вы изначально задаете вращение вашей доски. Когда мы делаем оли, никаких вращений происходить не должно. Поэтому мы ставим ровно по центру, чтобы доска ровно вверх и подлетала, собственно говоря. Теперь про переднюю ногу. Она должна стоять примерно вот в таком положении. Относительно длины доски она располагается примерно по центру, то есть где-то вот здесь, либо чуть ближе к передним болтам. Ставить прямо на передние болты или очень уж рядом с ними не стоит, потому что иначе ваш оли тогда будет очень низкий. Наоборот, для увеличения оли ноги даже можно ближе ставить. Носок и большая часть вашей ноги должна располагаться на доске. Если пятка у вас будет свисать, в этом нет ничего такого. Также можно ее расположить под небольшим углом, примерно там в 5, 10, 15 градусов, не больше. Наш вес распределяется примерно равномерно, слегка акцентируясь на заднюю ногу. Что касается наших плеч, они должны находиться практически ровно над доской. Они должны быть не сзади слишком далеко, не слишком спереди. Многие новички допускают ошибку именно в этом месте. Они должны у вас находиться в том же направлении, как и вы двигаетесь на доске, то есть боком, ровно боком. Вообще нам не свойственно такое положение. Нам ближе такие виды спорта, как катание на лыжах и подобные, когда движение происходит лицом вперед. Поэтому кататься на сноуборде и на скейтборде поначалу не очень привычно. Вас будет разворачивать все время во внешнюю сторону, вот сюда вот примерно. И это очень частая проблема у новичков. Вам просто нужно приказать своим плечам не двигаться и оставаться именно в таком положении. Мы слегка приседаем вниз, как и в том случае, когда хотим куда-нибудь запрыгнуть, либо перепрыгнуть что-то. И вот из этого положения нам нужно щелкнуть. Вы уже знаете, что такое щелчок, поэтому ваша задача состоит в том, чтобы задней ногой резко надавить на тейл, либо толкнуть его вниз так, чтобы тейл доски ударился о поверхность. Теперь вы понимаете, зачем мы учились в самом начале облокачиваться на тейл? Да потому что это то же самое движение, только в этом случае мы весь наш вес не переносим на тейл, а делаем все сверхбыстро. Когда вы резко толкаете тейл вашей доски вниз, ваша задняя нога не должна касаться пола. Примерно за мгновение до касания она должна начать подниматься вверх, как будто вы коснулись раскаленной сковороды. Доска щелкает, и если вы не поднимете вашу заднюю щелчковую ногу, то вы ей же будете мешать вашей доске подниматься вверх. Именно поэтому это очень важное движение. И самый лучший вариант решения этой проблемы – подпрыгивать вместе с доской. Высота вашего оли зависит напрямую от щелчка и то, насколько вовремя вы начинаете подпрыгивать вместе с ней, чтобы не затруднять ей же движение. Теперь про переднюю ногу. Она играет не менее важную роль для высокого оли. Мы встаем на доску, ставим ноги в нужное положение, вес распределяем, как я и говорил, практически равномерно, с акцентом слегка на заднюю ногу. После того, как мы щелкнули, наша передняя нога должна быть также расслабленной. Иначе, если она будет напряжена, она также будет мешать доске подниматься вверх. Передняя нога расслаблена сразу же после щелчка, но буквально через мгновение мы начинаем ею выводить доску вперед. То есть мы начинаем вести вот в таком положении примерно, либо в таком положении, либо, ну, в общем, сильно можно не сильно сгибать ногу, по-разному люди делают. Мы начинаем ею вести вперед. То есть по шкурке прям вот обувью должны провести именно по доске. Ведем к передним болтам, может и вперед проводиться, то есть вплоть до такого даже положения. И вот именно, ребят, за счет этого движения кажется как раз таки, что доска как будто прилипает к нашим ногам. Мы нажимаем на тейл вниз, расслабляем переднюю ногу, происходит щелчок доски, мы подпрыгиваем вверх, доска начинает подниматься вместе с нами. Если вы больше ничего не сделаете, то произойдет оли, так сказать, ракетой называется, вот в таком вот положении. Чем плохи такие прыжки? Вы не сможете перепрыгнуть через какие-либо объекты. Поэтому, чтобы достигнуть именно параллельного оли, именно параллельного земле, то есть чтобы доска выравнивалась в полете, нам обязательно нужно передней ногой вести вперед. Вот так вот. Ребят, чем плохие прыжки ракеты? Вот смотрите, когда мы щелкаем, мы подпрыгиваем в воздух, когда мы оторвались от земли, мы, в принципе, можем совершать любые движения. У нас есть две точки. Это задняя подвеска и передняя подвеска, грубо говоря. И чтобы перепрыгивать через какой-либо объект, у нас должна и передняя, и задняя подвеска, естественно, перелететь через него. Если вы будете лететь в таком положении, то перепрыгнуть через объекты не получится. Вы будете чаще всего задевать именно задней подвеской. Еще вам расскажу такой момент, что вот насколько вы можете подщелкнуть и поднять
переднюю подвеску вверх, вот настолько вы и можете подпрыгнуть. Прыгнуть и поднять в воздух переднюю подвеску высоко, примерно вот на полметра вверх, для новичков даже для самых начинающих не составляет труда. Но вы удивитесь, именно вот эта вот высота, это является высота потенциального вашего оли. Все дело в том, что практически никто нормально не вводит и не вытягивает оли. То есть вы щелкаете, и вот в каком положении у вас передняя подвеска достигла по высоте, вот такой вот у вас оли и может быть, если вы правильно вытянете доску. Щелчок сам по себе не может на метр вверх подкинуть людей. Все достигается именно в комплексе. Вы должны присесть очень хорошенько, очень хорошо щелкнуть, прям мощный щелчок должен быть. После щелчка сразу же поднимаем заднюю ногу, прижимаем к заднице, а передней ногой начинаем вести, вот прям что есть сил вперед. Она у вас не слетит с доски при условии, что у вас шкурка хорошая. Ведем вот в таком положении, так намного удобнее и лучше вытягивать. И прям вытягиваем вперед, что есть сил. Тогда доска выравнивается и даже может достигать вот такого вот положения, то есть это считается красивая вытяжка. Что первое движение щелчковое, что движение второе с вытягиванием доски, ни одним из них нельзя пренебрегать, они крайне важны. Многие скажут, два движения, это же просто, что тут делать, ничего сложного. На самом деле есть же разница, почему одни люди прыгают через высокие урны, перепрыгивают через лавки, могут запрыгивать на большие парапеты, а другие до сих пор прыгают через лежачую полторашку во дворе. А решает как раз таки все то, насколько райдер понимает, в какой момент нужно щелкать, в какой момент нужно выводить ногу, поднимать ногу и как вообще скоординировать свои движения и команды из головы со своим телом. Поэтому, ребят, не нужно дергаться, расслабьтесь немного. Некоторые так напрягаются, что аж трясутся. Напряжение, оно очень сильно сковывает. И также хочу сказать про тот момент, когда вы выводите передней ногой вперед, когда вы вытягиваете доску. Если она у вас упирается в нос доски, в этом нет ничего страшного. Многие, когда усердно пытаются сделать олли, у них происходит этот момент. Просто знайте, что это нормально. Кому-то, может быть, это даже поможет в усвоении оли. Щелчок и вытяжка происходит в одно мгновение, но все же у них есть последовательность. Сначала мы щелкаем, потом мы прыгаем вверх, а потом уже только вытягиваем. Ни в коем случае не путайте эту последовательность. Если же вы щелкнете, потом через секунду прыгнете, потом через секунду еще будете тянуть, то у вас просто ничего не получится. Поэтому все происходит примерно за секунду, за доли секунд, за мгновение. И последовательность это только лишь условное такое обозначение. Иными словами, если щелчок будет словом раз, прыжок ваш вверх будет словом 2, а вытяжка будет словом 3, то все действие должно проходить не раз, два, три, а раз, два, три. А если вы хотите еще и вытянуть, то раз, два, три. Для ребят, которые считают, что их оли слишком низкие, несмотря на то, что они щелкают нормально и вытягивают, как им кажется, есть такой совет. Сместите вашу переднюю ногу ведущую немного ближе к задним болтам, то есть немного ближе к другой ноге, но без фанатизма. Таким образом вы достигаете такого положения, что вы можете больше выводить вашей передней ногой. Тогда и доска будет выше подлетать, и вытягивать вы сможете лучше и быстрее. Ну и вообще в оле будет получаться намного выше. Ну и последнее, что нужно знать для ребят, которые хотят еще выше сделать оле. Самое главное при прыжках через что-то, при соревнованиях на самой высокой оле, или если вы там прыгаете через высокий шлагбаум, скажем, самое главное это перекинуть переднюю подвеску. И тогда, если передняя подвеска уже перелетела через объект, вам нужно, что есть сил, надавить на переднюю подвеску и передней ногой. И тогда задняя подвеска тоже начинает подниматься, и такой эффект, как перетекание, то есть получается, примерно понимаете, я думаю. Если же у вас цель состоит в том, чтобы запрыгнуть на высокий парапет, у вас также основная задача должна быть в том, чтобы закинуть переднюю подвеску. Как только передняя подвеска оказывается наверху, вы должны весь ваш вес перенести на переднюю ногу, и тогда задняя подвеска начинает подниматься, и вы оказываетесь наверху парапета. Об этом, в принципе, я вкратце рассказывал в видео про 50-50. Это все, ребят. Я выдал вам все свои секреты, все, что только можно было. Теперь задача ваша выйти на улицу, обязательно хорошенько щелкнуть, прыгать вместе с доской, чтобы не мешать ей подниматься вверх, обязательно вытягивать передней ногой как следует, чтобы доска достигала параллельного положения, и ваши плечи должны обязательно находиться над доской. А если будете вращать плечами, то будете приземлять оли только в одну ногу. Около 80% новичков на самом деле мучаются с этой проблемой. Они после прыжка начинают вертеть плечами, в самом начале вертят плечами, неправильно ставят их, либо начинают вертеть ногами. Одна фигня получается. Поэтому не попадите в число этих людей. Вы знаете теперь абсолютно все, чтобы сделать оли минимум на полметра вверх. А теперь хватит болтовни. Идите и сделайте это.